опять весы. Вот самый элементарный вопрос, что они взвешивают? Это очень просто. Проще никуда нет, как и сама природа. Она настолько простая, что проще уже нечего придумать. Возвращаемся к началу. Это провод, модель провода. Электрический ток. Что это такое? Это поляризованный эфир, который выстраивает, поворачивает ядра атомов навстречу друг другу одноименными полюсами. Что я имею в виду? Вот здесь север против севера, юг против юга, север против севера, юг против юга. Между ними образуется давление. Давление – это напряжение. И это напряжение выходит из севера в юг, из севера в юг, вот сюда. И такой получается труба. То есть теперь, если мы берем расческу и натираем ее, то эта расческа, она поляризуется, потому что каждый атом имеет свой собственный генератор. Этот генератор поворачивается вот так, чтобы ось совпадала с осью поляризации. После чего возникает поле. Хотя поле – это невидимая структура, даже те структуры видимые, которые показывают на опытах физики, это не поле. Это участвуют в них структуры или материя, которая окружает. Например, самые последние опыты – это масло и манная каша. То есть манная каша рисует ежик. Это значит, что генераторы атомов манной каши выстраиваются по оси, которая нарисована этим полем. А поле – это эфир. Эфир, он невидимый и неосязаемый, никакой. То есть, что они взвешивают? Самый элементарный ответ на самый элементарный вопрос. Что они тут взвешивают? То есть взяли расческу, поляризовали и взвешивают. Оказывается, вес увеличивается. Вот даю подсказку такую. Если этот опыт провести в Китае, то вес будет намного больше, чем этот же опыт провести в Окинаве, на острове Окинаве. Почему? Ответ. Что они взвешивают? Вопрос еще раз. Что они взвешивают? Ответ. Пыль. Так что никакой сложности здесь нет. Если эта штука поляризована, значит она притягивает к себе пыль. Вот они взвешивают пыль. А если в Китае, то там вес добавляет пар ртути. Так как в Китае больше всего сжигают угля, а из угля такой, он даже не пар, а больше чего, как конденсат, невидимый, но он очень тяжелый. И если вот эту расческу поляризовать, то вес увеличится намного больше, чем в любой другой стране. То есть все это вранье полностью. Другое дело, электрический ток и нервная система – это одно и то же. Как она работает, эта система, тоже никто не знает, потому что нечем взвесить. Вот, допустим, мужик, одно ребро перешло в пах. Как работает это ребро? И никто не изучает, потому что ничего не взвесить нечего.
А работает по такой же системе. Возбудили, поддерживаем в возбужденном состоянии. Ток. Это та же самая система. Она везде одна. И в космосе, и где угодно. Принцип один. А принцип один, причем он настолько простой, что можно даже еще вот так. Резерфорд, когда вот ядро бериллия. Или находится 4 протона. Если бы ядро состояло только из протонов, то масса ядра бериллия была бы равна 4 атомным единицам массы. И опять взвешивают. То 4 протона. У них в башке не сидит элементарное слово вращение, так как они одинаковые все. Они же не могут сложиться, они могут только вращаться, потому что они одинаковые. В голове этого нет, потому что есть такой шаблон мышления – топливо. Это топливо прибили молотком, и никак избавиться от этого невозможно. Поэтому они, чтобы как-то что-то, какую-то формулу сделать, которая со временем будет недействительна и так далее. Это вот везде одинаково, в разных измерениях, но принцип одинаковый, и механика одинаковая, и модель одинаковая. Ядро земного шара, открываем крышку. Там внутри стоит два еще ядра, которые вращаются. Вот это, когда они вращаются, создается, сначала рождается эфир. Вот он. Из этого эфира, то эфир это в первую очередь он сообщает: я здесь, я живой, туда. Там увидели, все, живи. Так как он живет, все живое. Все ядра атома, они живые, потому как они дети Бога. А тот, кто уничтожает, это где-то убийца. Из эфира образуется воронка. А из воронки образуется электрическое поле. А из этого поля создается и рождается каждая материя. Может быть заряд родится, но больше всего самый мощный генератор на Солнце, поэтому заряды рождаются там, на Солнце. Теперь, как они рождаются? Электрическое поле сжимается и вылетает. Уже готовый заряд. То есть заряд – это тело. А тело, как говорят, что заряды ходят по металлу. Вот металл. Попробуй засунуть сюда тело. Любое другое тело. Оно войдет? Нет. А если электрон взять? Тоже. Вот там есть еще такая нейтрон. Его уже ученик Резерфорда нашел и вытащил и положил в банку. И в этой банке он разложился на протон, электрон и нейтрино. Не, это уже позже было. Ну, смысл, сам смысл. Его могут обратно собрать? Нет. Почему? Опять же, вопрос самый простой. Генератор сдох. Когда этот генератор работает, он имеет мощнейшую силу притяжения. Это все притягивается. И причем везде разное не по механизму, а по количеству. Например, уран. Там в одном ядре еще два ядра, и они вращаются. Это вот, допустим, уран-235. Если его убивать, его нужно убивать 235 раз.
А электрический ток и нервная система, еще ребро, все одинаково. Поляризованный ток. Опять же, статика. Это не заряд, это поляризация. По поводу заряда в свое время запутал всех Чижевский. Вот он. Что это такое? Это значит, что на один поляризованный цилиндр он одевает еще один цилиндр. Так как второй цилиндр это уже инородное тело, он, естественно, собирается в шарики и вылетает. Это тоже не заряд. Это то же самое, что в вакуумной лампе, которую назвали электрон. Это тоже не электрон, потому что электрон не имеет ядра, он прозрачный. Если свет проходит через электрон, то он пустой, пусто там. Значит, постоянный ток, вот постоянный ток, да, он все равно замыкается, потому что он поляризованный, вот он замкнулся. А если он замкнулся, значит в нем есть ось. А если есть ось, значит он уже переменный. Или постоянный ток переменного действия. Здесь ничего сложного нет совсем. А непонятность образуется только из-за ученых. Они все взвешивают и потом пишут какие-то формулы, теории, а на самом деле не знают, что они взвешивают. И это еще раз, что они взвешивают? Пыль. Идем дальше. Еще один товарищ того человека. Мы мыслим благодаря определенному взаимодействию. Мы можем мыслить благодаря другому взаимодействию. Сейчас нет, а завтра, через миллиард лет, возможно. Хитор в фильме «Интерстеллар» это обыграл. Потому что там наши потоки мыслили, передавали мысли и вообще информацию с помощью гравитационных волн. Вот она, шаблон. Это новый шаблон, заложенный англичанами и американцами. Ну, как всегда, все вранье идет из Америки. Это всегда. Потому что там одни аферисты. Чем больше денег дают, тем больше вранья они сделают. Гравитационные волны. Какие волны? Это и есть та же самая поляризация, к которому пристает пыль. Потому что каждая частица имеет электрический ток. Значит, она выстраивает ось своего поля пропорционально оси этого поля. И все. Дальше идет плотность. Вот, кстати, тот же Рыбников вспомнил Архимеда, потому что плотность высчитал и начал обучать это Архимед 2200 лет назад. Это о чем? О том, что 2200 лет назад люди были умнее, чем сейчас. Уже ничего толкового нет. Есть только весы для показа, что они что-то сделали, что они что-то обнаружили. А что такое заряд, никто не знает. Что такое вес, почему вес увеличился. Если взять вот тоже конденсатор, да, вот он конденсатор, то же самое. Север против севера, юг против юга. Между ними стоит изолятор. Вес увеличивается конденсатора. Почему? Потому что поле взаимодействует с весами. Где эти весы? Вот здесь тоже есть поле. Потому что здесь есть и поле, и электрический ток, так как здесь есть атомы, а каждый атом имеет свой генератор. Как только проходит поляризация,
здесь создается давление. Значит, если добавляется напряжение, то есть напряженность, эта напряженность – это образованный новый цилиндр. Цилиндр дает вес. Это правильно. Хотя, я думаю, что мало кто об этом знает. Из этих всех физиков. Вот этот знает. Вот этот мужик должен знать. А ну-ка. Но самое главное состоит в том, что закон Кулона работает для точечных тел. Поэтому либо надо было скатать фольгу в шарике, но гребенку вы не скатаете в шарик, поэтому все равно шарики надо подвешивать очень далеко от гребенки, чтобы гребенку считать точечной. Тогда отклонение будет маленькое, будет большая поверхность. Либо вам надо будет сосчитать отталкивание неточечных тел. В общем, я эту ссылку проколю, потому что она сильно длинная. Я слушал вот до этого момента, дальше неохота, потому что ядро атома. Так, что тут еще есть? Мужик. Ребро – это половой орган. Это значит, что в зачатии в утробе матери все женского рода. А также все, что существует во Вселенной, тоже женского рода. Мужской род дается и разделяется для того, чтобы, потому что жить хочется всем. Для этого нужно сделать разнообразие, а чем больше разнообразия ген, тем сильнее иммунная система. То есть, чем больше информации закладывается в организм по поводу своих и чужих, тем лучше работает иммунная система. Это наши предки общались с гравитационной волной. Ну какой маразм, ёлкин дрын. Это каждый мозг имеет щетиновидную, его, короче, называют по-разному, можем назвать эпифиз, хотя я не знаю, что это такое. Здесь стоит щетка, это значит антенна. Эта антенна, она очень нежная, она та же самая расческа. Вот там стоит расческа, антенна такая. Но дело в том, что она нежная. И люди, которые пьют водку, они пьют дубильную смесь. Щетка не работает. Она, наоборот, блокирует связь с высшей силой. Поэтому мозг, он отстраняется, он изолирован. О нем никто не знает уже. Все, это уже не человек, это животное, которое будет считать, что он царь и бог, и так далее. Как общаться с высшей, с другом, или как можно общаться с людьми, которые за тысячи километров через высшую силу, через природный интернет. Эта расческа подключается к интернету, по ней идет эфир, потому что эфир есть везде. Как только ядро атома начинает вращаться, первым, кто появляется эфир. Этот же эфир сообщает. И все. Потом
Вот в этом, этот еще тоже рассказывал на эту тему, но я не помню о чем. Ну, принцип про статику я сказал. Никаких зарядов здесь нет. Что они взвешивают? Они взвешивают пыль. А тот элемент, статический заряд, который получили в Санкт-Петербурге, можно использовать. Только перед этим надо посчитать себестоимость, а также заказ на продажу. И все. Есть заказ, есть покупатель. Можем делать.